Начало XIX века. Маленький городок на реке Маас, зажатый между скалой и водой. Ничего особенного не происходит. И вот в 1814 году здесь рождается мальчик. Он не должен был дожить до взрослого возраста, по крайней мере, если верить тому количеству несчастных случаев, которые преследовали его с самого детства. Но каждый раз он каким-то образом оставался жив. Спустя годы именно ему было суждено создать нечто, что переживет его самого. И началась эта история здесь, в бельгийском городе. Bonjour. Бонжур! Привет! Вы были в Бельгии? Наверное, много всего видели. Но я уверена, этот город вас удивит. Его звали Антуан Джозеф, но все его будут называть Адольф. Отец – мастер музыкальных инструментов, мастерская прямо в доме, запах дерева, лака, металла. Мальчик растет среди флейт и кларнетов и с детства знает, как они устроены изнутри. Казалось бы, идиллия, но у Адольфа была одна особенность. Он постоянно чуть не умирал. Упал с 3-го этажа – выжил. Выпил кислоту, перепутав с молоком – выжил. Проглотил иголку – выжил. Отравился лаком из собственной спальни 3 раза. Соседи смотрели на него и качали головой. Мать говорила вслух то, о чем все думали. Этот ребенок обречен. Он не выживет. Соседи дали ему прозвище «маленький сакс», «маленький призрак». Призрак выжил и вырос, и именно он изменит историю музыки. Адольф учился в Брюссельской консерватории, играл на кларнете. Играл хорошо и в 15 лет уже участвовал в профессиональных конкурсах. Он начал замечать, что кое-что его раздражает. В оркестре есть деревянные духовые, нежные, певучие, человечные. Есть медные, мощные, громкие, пробивные, а между ними дыра, провал, никакой связи. Когда одни замолкают и вступают другие, это как переключить радио с джаза на военный марш. Он думает, должен существовать инструмент, который звучит как человеческий голос, теплый, живой, но при этом достаточно сильный, чтобы его было слышно на площади. Что-то среднее, чего еще нет. И он начинает чертить. В 1842 году Адольф пакует чертежи и едет в Париж. Тогда это была музыкальная столица мира. Именно здесь решалось, что будет играть вся Европа. Он приехал никем, без связи, без денег, с инструментом, которого официально еще не существовало. Вместо признания он получил войну. Местные мастера видели в нем угрозу. Начались суды, травля и бесконечные попытки помешать его работе. Несмотря на все это, в 1846 году Сакс получает патент на свое изобретение и позже становится преподавателем Парижской консерватории. Казалось бы, он победил, но была одна проблема. Инструмент, который он создал для классических оркестров, сами оркестры принимать не спешили. И пока Сакс боролся за признание, его инструмент уже вовсю копировали во всей Европе. Деньги уходили другим, следовали новые суды, долги и банкротство, затем рак и еще одна борьба за жизнь, которую он снова выиграл, но в конце судьба все же взяла свое. Когда саксофон начал покорять мир, сам Адольф Сакс остался почти без денег. Он умер от пневмонии в Париже в 1894 году. Человек, изменивший музыку, так и не увидел настоящего масштаба собственного успеха. А вот родной Динан о нем не забыл. Он и не мог представить, что однажды в его родном городе появится мост, где каждая страна мира будет благодарить его по-своему. Сейчас в городе саксофоны буквально везде. Огромные, цветные, развешанные на фасадах. Раз в 4 года здесь проводят международный конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса. В доме, где он родился, находится музей. Маленький городок вернул себе своего героя. Посмертно, но вернул. За годы жизни Адольф Сакс не изменился. Он был упрямым мальчишкой из Динана и остался им до конца. Судился, изобретал, терял деньги, снова изобретал, не отступил ни разу. Изменился мир вокруг него.
Джаз, блюз, рок-н-ролл – все это звучит его голосом. Каждое саксофонное соло в истории музыки – это он. Человек, которого мать называла обреченным, которого соседи прозвали призраком, которого Париж пытался уничтожить всеми доступными способами. Призрак оказался бессмертным. Просто сам он об этом не узнал. Давайте теперь расскажу о самом городе, который находится в провинции Намюр в Валлонии. Население Динана составляет около 13-14 тысяч человек. Для сравнения, это примерно как один спальный район на любой окраине любого европейского города. Снаружи все выглядит мирно. Скала, река, собор, цитадель. Очень уютная набережная. Все как я люблю. Кафешки, водичка. Классно. Мы прошлись по городу, и картина в наших глазах поменялась. Тут очень живо и шумно. Anthony, reste sur le trottoir, s'il vous plaît. Ok. Супер необычно, супер классно. Но туристов, конечно, очень много. И сделать нормальные фотки, это нужно запастись временем. 14 тысяч жителей, а ощущение, что ты попал в город раз в 10 больше. И знаете что? Это опять про Сакса. Человек непропорционально большой для маленького городка. И город такой же непропорционально большой для своего размера. Здесь очень шумно от машин и такое ощущение, что ты как будто зажат между скал. Необычное ощущение. У города есть еще пару знаменитостей. Именно здесь появилось пиво Леффе, которое сегодня знают далеко за пределами Бельгии. Монахи варили его с 1240 года. Здесь, в нескольких километрах от Динана, в средневековом аббатстве на берегу Масса. Хотя монастырь уже давно и не варит его, производство перехватила крупная корпорация, но фирменный ресторан Леффе в городе остался. Поэтому проверить еще один местный символ мы решили лично и отправились в него. Безусловно, для того, чтобы посмотреть, стоит ли он внимания туристов или это просто место для галочки. Честно говоря, еда оказалась вполне обычной. Не провал, но и не то место, ради которого хочется срочно бронировать билет в Бельгию. А вот пиво неожиданно спасло ситуацию. Кажется, Леффе знает о своем имени гораздо больше, чем местная кухня. После счета я начала понимать, почему аббатство Леффе существует уже столько веков. С такой ценовой политикой на жизнь монастыря хватит еще надолго. Кстати, после саксофона и пива я уже начала подозревать, что Динан тайно поставляет миру знаменитостей. Тут еще выяснилось, что основатель шоколадного дома New House тоже родился именно здесь. Проверить историю шоколада мы решили научным способом. Заказали кофе и конфеты. Думаю, у меня будет немного непопулярное мнение. Конфеты оказались хорошими, но после шоколада, который мы пробовали в Брюсселе, если не видели, ссылочка будет выше, какого-то гастрономического откровения не случилось. Зато само кафе неожиданно понравилось гораздо больше сладостей. В жаркий день работающий кондиционер оказался почти такой же важной достопримечательностью, как и шоколад. И персонал был настолько дружелюбный, что в какой-то момент мы даже перешли на русский. Такого в небольшом бельгийском городе я точно не ожидала. Если вам тоже захотелось угостить меня шоколадкой, на канале теперь есть кнопка «Супер спасибо». Любая поддержка поможет мне продолжать такие поездки и снимать новые проверки городов. И спасибо огромное каждому, кто уже поддерживает канал просмотром, комментарием или добрым словом. На канале есть и плейлисты по странам, а в них города. Легко и удобно найти интересующий вас. Или просто открыть новый неизвестный город и узнать о нем много интересного. Конечно, мы не оставим вас и без цен. Посмотрим, почем хлеб насущный в этой части Бельгии. Как вы понимаете, красивую набережную может показать любой город, а вот ценники в магазине врать не умеют.
И тут город неожиданно прошел тест. После ресторанных цен я ожидала худшего, но обычные продукты стоили вполне адекватных денег. Еще один козырь города. Место, которое находится не над городом, а под ним. Я не особо люблю пещеры. Темно, сыро, тесно, и все вокруг восторженно шепчут: «Смотри, какая сталактита». А я стою и думаю: ну, камень, и что? Здесь она буквально встроена в город. То есть не надо куда-то ехать специально. Можно просто зайти по пути. Ну, ладно, думаю, зайдем. Просто чтобы сказать: были. Темнота, запах влажного известняка, подземное озеро и миллион лет геологии. Некоторые проходы выглядят так, будто пещера до сих пор не уверена, хочет ли она вообще пускать сюда туристов. Между прочим, нашли ее в 1904 году, случайно, когда строили железную дорогу. Рабочие заметили дыру в земле. Заглянули, оказалось целый подземный мир, образованный рекой, которая текла здесь миллионы лет. Сначала назвали по-простому – Грот де Ремпен, потом переименовали в Мервельоз. Чудесное название прижилось. 3 этажа галерей, 850 метров под землей, из которых 650 открыты для посетителей. Обычно я скептически отношусь к подсветке в таких местах, но здесь она хотя бы помогает увидеть то, что миллионы лет происходило в темноте. Андрюшка, здесь страшно? Не, это интересно. Пещера, конечно, огромная, и эмоции самые разные, когда стоишь внутри чего-то, чему миллионы лет. Сложно, конечно, передать масштаб всего этого. Телефон не передаст, камера не передаст. Это надо прочувствовать. Смайлики, признавайтесь, кто из вас сейчас тоже подумал: красиво, конечно, но я бы туда не полез. Ответ можете написать в комментариях, а можете поставить лайк. Также захайпить это видео. Буду вам очень благодарна за обратную связь. Я вообще-то человек, который пришел сюда просто для того, чтобы сказать «была», а встаю и не ухожу. На выходе 120 ступеней вверх, без лифта, после часа под землей. Выходишь и хочется сказать самые лучшие слова. Я все еще не люблю пещеры, но эту люблю. Ладно, пещера засчитана. Едем дальше. В 6 километрах от Динана вдоль Масса находится замок Шато де Фрейр. Он существует с 1378 года и все это время принадлежит одной семье. 20 поколений. Это не музей, это чей-то дом, который просто открыли для туристов. Но главное здесь не архитектура. В 1675 году именно в этом замке французы и испанцы подписали договор Фрейра. Восстановили торговлю на Маасе. Говорят, именно в этом замке впервые бельгийская знать попробовала кофе. Да-да, именно во время этих переговоров здесь впервые в Валлонии выпили чашку кофе. И договор даже прозвали кофейным. То есть, пока дипломаты делили реку, кто-то принес кофе. И это запомнили даже больше, чем сам договор. Кстати, Людовик XIV, король солнца, лично потребовал остановиться здесь, пока его войска осаждали Динан. Осаждали соседний город, и при этом он жил в замке с садами в стиле Версаля. Комфорт прежде всего.
Мне очень понравилось, что пока смотришь на замок с одного берега Мааса, с другого на тебя смотрят скалы. Роше-де-Фрейр – главное место скалолазания в Бельгии. Известно с 1920-х годов. Более 600 маршрутах на известковых скалах прямо над рекой. Высота до 110 метров, сложность от совсем простых до категории 8C+. И репутация у скал суровая. Говорят, если осилил маршрут здесь, осилишь его где угодно. Впрочем, скалы Фрейра проверяют на прочность не только скалолазов. В 1227 году они проверили и саму церковь. Камни со скалы над городом обрушились прямо на нее, частично разрушив. Ее отстроили заново, в готике, и она стоит до сих пор. Но главное здесь башня. Этот луковичный купол высотой 72 метра изначально проектировалась для городской ратуши, но после пожара его пристроили к церкви. Виктор Гюго, когда проезжал через Динан, описал ее как кувшин с водой, зависший над городом. Вход бесплатный, и зайти стоит. Витражи огромные, цветные. Свет через них падает так, что вокруг все меняет свой цвет. Еще внутри были и картины. Это выглядит немножко странно для церкви. Но Динан вообще не очень следует ожиданиям. Ich muss öfter meiner Frau hören. А над церковью цитадель. Там музей, виды на Маас и история от Средневековья до Первой мировой. Мы туда не пошли. Наш лимит исторических объектов уже был сполна исчерпан. Если с церковью и цитаделью все было более-менее предсказуемо, то дальше началась настоящая авантюра. Кемпинг. Я никогда не ночевала в палатке и почему-то решила исправить это именно в Бельгии. В Европе с этим все цивильно. Электричество, душ, туалет, горячая вода, а еще свежий воздух и всякая живность, которая периодически напоминает, что ты все-таки живешь на природе. Я была почти уверена, что не высплюсь и уже к вечеру начну жалеть об этой идее. Но потом появился шашлык, закат, и выяснилось, что палаточная жизнь не так уж сильно и заинтересована в моих страданиях. Больше всего меня расстроило то, что мне потом нечем было пугать своих знакомых, потому что ночевка в палатке прошла подозрительно хорошо. Даже прекрасно. Я обрела гармонию с природой. А если хотите больше знать о кемпинге в Европе, пишите в комментариях, и я расскажу все подробнее. Подводя все итоги, могу сказать однозначно. Динан явно не читал методичку про то, как должен выглядеть маленький провинциальный городок. Я ожидала увидеть симпатичный город на пару часов, но он оказался гораздо интереснее, чем выглядел на фотографиях. Стоит ли сюда ехать специально? На мой взгляд, да. Но не ради одной достопримечательности. Он хорош именно сочетанием истории, природы, атмосферы и тех маленьких открытий, которые не всегда попадают в путеводители. А в следующей серии нас ждет город, который выглядит так, будто кто-то решил скрестить сказку, дракона и столицу европейской страны. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и до следующей пятницы, смайлики!